Всем привет, вы на канале Ленивый Турист, и всех с пятницей 13. Этот день, как принято считать, не приносит ничего хорошего и несет в себе вообще только одни беды. Но с чего все началось? Почему этот день настолько пропитался страхом и суевериями в нашей голове, что ему даже уже посвятили целый фильм, а некоторые страны так вообще боятся этот день как огня? Это вы и узнаете в сегодняшнем видео. Ну и не забудь поддержать это видео лайком, ну и подписаться на канал, если вам нравятся ролики подобного формата. Пятница 13. Устрашающий день для всех скептиков мира. Его считают проклятым и приносящим беды. С пятницей 13 связано много суеверных сказок и загадочных доводов. Свое начало день берет в глубокой древности. Старые поверья гласят, что в пятницу 13 слетались на шабаш 12 ведьм, и в самый разгар веселья к ним присоединялся 13-й гость – Сатана. В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13 Адам и Ева отведали запретный плод, а позже в этот день Каин убил своего брата Авеля. Однако у исследователей есть свое мнение на этот счет. Они считают примету пятницы 13 относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже 19-20 веков из-за слияния двух действительно древних суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13. А другие же считают, что этому мифу поспособствовали тамплиеры. Да, те самые тамплиеры из Assassin's Creed. Да нет, шучу. Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13, распространенным в книгах про альтернативную историю и эзотерики, является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов ордена был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе 7 лет спустя в Париже на острове Сити были сожжены заживо последний великий магистр ордена Жак де Моле и командор Нормандии Жофруа де Шарне. По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдающего за казнью короля и династию Капетингов. Этот сюжет лег в основу серии исторических романов французского писателя Мориса Дюона. Изложенная история хорошо известна из романа Дэна Брауна «Код да Винчи», хотя он далеко был не первым, изложившим ее связи с особыми отношениями у некоторых людей к пятнице 13 числа. Не были первыми и авторы священной загадки, на которую опирался Браун. Еще в 1981 году французский эзотерик и оккультист Роберт Амбелен в своей книге написал: «День был выбран не случайно. Король выбрал пятницу как день распятия Христа. Он выбрал 13-й день месяца, намек на несчастливое число. 13 считалось плохим числом у Гомера и Цицерона. В древнееврейской кабале было 13 духов зла, и в 13-м писании был упомянут Иуда, предавший Христа. К тому же на Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником. День страстей Господних пришелся на 13 число по лунному календарю, а 13 глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13 глава Евангелия от Иоанна о предательстве Иуды. Версия о тамплиерах, несмотря на отсылку к событиям Средневековья, имеет современное происхождение, и ученые всерьез ее не воспринимают. В современное же время боязнь этого дня у некоторых людей настолько сильна, что в медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это парасковедикатриофобией, боязнью пятницы 13. Термин предложен доктором Дональдом Досием, который составил его из древнегреческих слов, такие как «пятница» и «13». Досий рассматривал сам термин как часть своего метода терапии безрассудных страхов. По его словам, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13 исчезнет сам собой. Вот уж что, выговорить это слово действительно не так-то и просто. Больше всего этот день боятся в США и Великобритании, и, наверное, не без помощи фильма «Пятница 13», где маньяк-убийца Джейсон с мачете в руках и в хоккейной маске жестоко и без основания расправляется со своими жертвами. Первый фильм вышел аж в 1980 году и по-прежнему пользуется популярностью. Также не обошлось без компьютерной субкультуры. В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jelly Salem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13. В первый раз это произошло в пятницу 13 мая 1988 года. Этот черный юмор был перенят авторами некоторых других компьютерных вирусов. Действие рассказов цикла Боффов также происходит в пятницу 13. Если говорить точнее, у героя этих рассказов таковой день является каждый день. В наши дни хакеры часто приурачивают те или иные события к очередной пятнице, выпадающей на 13 число. Также день 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 по Unix времени официально пришел на пятницу. 13 февраля 2009 года, каковой факт поклонники операционной системы Unix учли особенно знаменательным. В этот день не стоит начинать новых дел, поднимать что-то на улице, давать вещи в долг и принимать подарки. Это приведет к большим неприятностям. Не рекомендуется планировать свадьбу, брак, заключенный в
пятницу 13-го не будет долгим. Также не стоит заниматься процедурами по оздоровлению и стричь волосы. Запрещена выпивка и шумные компании. Если в этот день веселиться, то с вами может приключиться несчастье, считают суеверные люди. Но в России пятница есть пятница, и никакое суеверие не остановит наших сограждан от застолья. Но, к сожалению, в этот день действительно происходят ужасные вещи, как, собственно, и в любой другой день. Но, само собой, люди стараются приписывать случившееся несчастье за проклятие этого дня. Вот для примера вам список катастроф, случившихся в этот день. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, как вы относитесь к пятнице 13-го и что вы делаете или не делаете в этот день. А также не забывайте подписываться на канал и поставить лайк к этому видео, если вам оно понравилось. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.